единички второго расклада. Привет. И вам достался расклад «Возврат силы». Где ты силу утратила и как вернуть ее? Итак, сразу скажу, под этим видео в комментариях напишите, какой вариант вы будете на следующий расклад. Итак, давайте начнем. Итак, единички. Первый вопрос у нас: где именно ты силу свою потерял? А то даже трактовать не нужно. Ты силу потеряла не в каком-то конкретном месте, да, и не из-за какого-то человека. Ты ее каждый день теряешь. Причем каждый день, когда ты себя глушишь. Вот смотри, вот ты человек яркий. Не отнекивайся, это так. Тебе, то есть что сказать, ты умеешь за собой вести, у тебя горит огонь внутри. Ты не вот эта вот розово-сопливая размазня, да, которая по мужикам страдает. Нет. Когда ты в ударе, люди прям на тебя смотрят, и у них челюсть отваливается. И ты это прекрасно знаешь. Вот, например, когда тебя несло, несет вот прям вот, я имею в виду эмоционально, то у тебя все получается. Когда ты в центре внимания, тебе это нравится. Вот это твое настоящее состояние. А теперь что ты делаешь? Ты берешь весь вот этот огонь и начинаешь его тушить. Причем сама своими руками. Потому что тебе кажется, что так правильно. Что надо быть там сдержанной, да, что слишком ярких не любят. Выскочек вообще осуждают. Что лучше быть как все, да, и ничем не выделяться. И ты ищешь середину золотую постоянно. Где-то вроде и заметно, но не слишком. Вроде говоришь, но не шибко громко, да? Вроде ведешь за собой, но не командуешь. Это называется подстраиваться под окружающих, чтобы никого не напугать и не разозлить. И вот в этом постоянном, как сказать, усреднении себя ты теряешь силу. Вот смотри, каждый раз, когда ты хочешь что-то резко сказать, да, ты говоришь мягко. Когда хочешь на своем настоять, ты соглашаешься ради того, чтобы ругачек не было. Когда хочешь взять и сделать все по-своему, то все равно разрешение спрашиваешь. И ты кучу энергии тратишь на то, чтобы держать себя в этих рамках. Понимаешь? Это вот, если взять пример с машиной, да, ты едешь и постоянно на тормоз нажимаешь. То есть вот жмешь постоянно, не отпускаешь, все время на тормозах ездишь. Бензин жрет, как говорится, а толку нет. Ты устаешь не от движения, а от торможения. И самое хреновое, что ты это добровольно делаешь. Тебя никто не просит, нет. Вот почти никто. Есть люди, которым твоя яркость неудобна, да, это вот эти вот колешки твои с языками длинными, как помело. Но в основном это ты сама решила, что так безопаснее. Что если будешь ты слишком яркая, то тебя отвергнут, засмеют, и вот эти все некрасивые слова. А конкретно сейчас это проявляется в твоей нормальной жизни. На работе ты знаешь, как надо сделать лучше, да, но ты молчишь. Дома ты знаешь, чего ты хочешь, но прямо ты тоже не говоришь. Когда с подругами ты вот можешь быть душой вот этой компании, но ты в тени держишься. Везде одно и то же. Ты себя уменьшаешь. Знаешь, в раскладе нет никакого вампира, да, который тебя глушит. То есть твоя сила не ушла к какому-то там энергетическому вампиру. Она внутри тебя застряла, под вот этой крышечкой,
под вот этим вечным самоконтролем и попытками быть удобной. Ты сама себе не даешь ее выпустить. Я бы хотел тебе, чтобы ты там сказал тебе, там тебя коллега жрет. Нет, ты сама себя жрешь. Никто больше. Почему до сих пор отдаешь туда силу? Ну, знаешь, вот почему ты так делаешь, это страх. Очень конкретный страх. Ты боишься потерять то, что у тебя уже есть. У тебя сейчас есть вот определенный уровень жизни, да, какой-никакой комфорт есть. Не идеальный, но зато стабильный. И ты знаешь, что завтра будет примерно как сегодня. Есть крыша над головой, есть еда, есть там какие-никакие отношения с людьми. Это твоя зона безопасности. И тебе вот кажется, что если ты там начнешь быть собой настоящей, то все это посыпется. Что люди отвернутся, работа уплывет, близкие скажут, ты изменилась в плохую сторону. И что все хорошее, что ты накопила за все это время, да, все испарится якобы. Это страх неизвестности. Ты не знаешь, что будет, если ты перестанешь себя сдерживать. Думаешь такая, а вдруг будет хуже? А вдруг я одна останусь? А вдруг меня не примут такой, какая я есть, да? И вот это все у тебя в голове на карусельке страхов катается, катается по кругу, и ты даже слезть с этой карусельки не можешь. И ты думаешь так, лучше я буду тихой и сохраню то, что есть, да, чем рискну и потеряю все. Ну, по сути, логика понятная. Только знаешь, в чем проблема? Эта логика, она ж тебя убивает. Медленно, незаметно, шажочек за шажочком, но убивает. Потому что ты в клетке золотой сидишь. Вот вроде все хорошо, а внутри пустота, вот нет ничего. Вроде есть люди вокруг, да, они только вот не знают тебя, а только ту версию знают, которую ты им показываешь. Вроде стабильность есть, да, а счастья нет ни хрена. И знаешь, что важно понять? Вот эти страхи, они не настоящие, нет. Они живут в твоей голове. Ты придумала, что все разбегутся, если тебя настоящую увидеть. Но ты же не проверяла. Ты просто решила, что так и будет, и в это поверила. На самом деле, люди, которые вот реально твои, да, реально близкие, они же никуда не денутся. Они как раз и ждут, когда ты наконец-то перестанешь прикидываться хрен пойми кем. Им с настоящей тобой будет интереснее, чем с вот этой сглаженной версией. Ну а те, кто идут, так они твоими не были. Они любили вот эту удобную тебя. Понимаешь, а не тебя саму настоящую. Ты своей энергией за иллюзию безопасности платишь. И получаешь взамен только право не двигаться, да? Ну, такая себе сделка, как ты думаешь? Э, Как тебе мягко и без борьбы забрать свою силу обратно? Ну, знаешь, нужно начать что-то новое по картам. Вот прямо сейчас, вот на этой неделе хотя бы, да? Что угодно, но новое и свое. Не на работе, где тебя там знают, да, не дома, где тебя привыкли, а вот в новом месте, где никто не знает, какой ты должна быть, где нет вот этих дурацких ожиданий, что ты тихо и удобно и так далее, никто где не ждет этого. Может быть что угодно, например, там танцы, например, курсы какие-то, или там, например, онлайн, этот, как называется, блог вести можешь. Но не под своей фамилией, да, там, а вот с псевдонимом. Возьмись за что-нибудь, о чем ты давно думала. И главное условие, там ты должна быть с самого начала такой, какая ты есть. Громкая, яркая и уверенная. Без вот этого вечного, как сказать, себя отдергивания за шкирку. Ну, тебе потому что, знаешь, не надо старое ломать. Ты просто должна создать новое пространство, где ты уже другая. Ну, то есть настоящая.
И постепенно вот эта новая ты, она начнет перетекать в остальную жизнь, понимаешь? Это как этот у динозавров, не у динозавров, они умерли, эти, например, у животных, да, эволюция. Вот эта эволюция будет твоя. И ты сама поймешь, когда вот в новом месте ты будешь с собой. Люди к тебе потому что потянутся. Потому что энергия настоящего человека, она притягивает. И ты просто потом увидишь, что твои страхи это были какашками. Что яркую тебя не отвергнут, а наоборот еще, как сказать, больше притянутся. И потом вот эта уверенность, она начнет, вот, как сказать, просачиваться в другие сферы. Работа, дом, неважно. Ты на работе вот заметь, что смелее будешь. Дома уже не будешь совсем подряд соглашаться. С подругами не будешь стесняться в центре внимания быть. Это мягкий путь. Без вот этих конфликтов, без заявлений, что я такая-то. Без сжигания мостов. Ты просто дашь себе место, где можешь быть настоящей. И оттуда начнется вот этот возврат сил. Еще важная штука, когда ты начнешь вот это новое дело, то сразу нужно действовать. Не сиди, не планируй до бесконечности. Вот знаешь, как вот первый импульс. Он идет, да, например, там пойти, позвонить, записаться, сделать блог, да. Вот. Вот этот импульс и есть твоя сила. Она уже рвется наружу. Просто выход ей дай. И ни с кем советоваться не надо, никого спрашивать тоже не надо. Не надо ждать вот этого эфемерного, там, на данный момент, например, я буду ждать 1 января. Нет, решила и сделала, вот как королева. Потому что ты и есть королева, просто ты забыла об этом, пока ты пыталась быть вот этой серой мышкой. И сила вернется в тот момент, когда ты перестанешь ее душить. А душишь ты ее сейчас. Ой, пипец как. Понимаешь? Это не про долгую работу над собой. Нет, это про одно решение. А решение оно хватит прятаться. И действие, которое за этим решением последует. Понимаешь?